Нежно, сочно, ароматно и очень вкусно. Готовлю простой летний гарнир, и он вам точно понравится. Готовить гратен буду упрощенным способом. Так мне удобнее, и для ежедневного рациона самое то. Это просто потрясающий летний гарнир. Гратен из кабачков – это достаточно сытно, но при этом блюдо более нежное, более сочное, более легкое и ароматное, чем его классический собрат – гратен из картофеля. Кстати, картофельный гратен тоже есть на моем канале, ссылку на рецепт я оставлю в описании к ролику. А теперь давайте приступать к приготовлению. Список ингредиентов к рецепту я оставила в описании к ролику под видео. Начинаю с натирания сыра. Беру два вида. Один для сливочности и нежности, у меня это сулугуни, а также подойдет моцарелла. Второй выдержанный овечий сыр пекарина, который придаст пикантности. Его нужно совсем немного. Вместо пекарина отлично подойдет пармезан, грана падано или чеддер. В глубокой миске смешиваю сметану, муку и яйца. У меня рисовая мука, подойдет также манка или кукурузная мука. Приправляю смесь солью и перцем. Добавляю орегано и пропускаю через пресс чеснок. У меня его достаточно щедро, люблю его аромат с кабачками и в сочетании с орегано. По желанию количество можно уменьшить. Перемешиваю смесь. Добавляю натертый сыр. Кабачки нарезаю кружочками толщиной в 1,5–2 мм. Отправляю кабачки в сметанную смесь и перемешиваю так, чтобы смесь с сыром покрыла кружочки. Делаю это грубо, прямо руками, так удобнее всего и получается достаточно равномерно. Форму для запекания я смазала сливочным маслом и теперь выкладываю в нее кружочки кабачков. Стараюсь выкладывать кружочки равномерным слоем, а выложив в форму все, распределяю сверху оставшуюся массу с сыром. Отправляю в духовку и готовлю при 175 градусах в течение 30–35 минут. Когда кабачки станут мягкими, а верх станет румяным, гратен готов. Он получается очень нежным и сочным, но благодаря муке не водянистым, таким как надо. Если этот простой летний рецепт вам понравился, ставьте палец вверх. Еще больше кабачковых рецептов я оставлю в описании к ролику и в прикрепленном комментарии. А также где-нибудь здесь вот наложу прямо, чтобы четко на них попадать. Так что смотрите, готовьте, пускай вам будет вкусно. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не со мной, жмите на колокольчик. Меня зовут Галина Артеменко, и это канал «Жизнь вкусная».